Привет, я вернулся из Индии, в которой я провел в общей сложности около 2 лет. В этой поездке я снял много видео о том, как снять гостиницу, как перемещаться по стране, как обманывают туристов и другие нюансы пребывания тут. Надеюсь, эти видео будут полезными для вас. Дели, аэропорт. Чтобы попасть в Индию, вам нужна виза. Виза заполняется онлайн на сайте, и вы с ней подаете документы в посольство. Ссылка будет в описании. Как вышли из самолета, то желательно побыстрее дойти до паспортного контроля. Там бывают адски большие очереди, и можно простоять там не 1 час. Если прилетит 3-4 самолета, это около 1000 человек. В этот раз мне повезло, наш рейс единственный. Сразу стоит взять иммиграционную карту, вот здесь, и заполнить ее можно в очереди, чтобы не тратить время. Дальше подаете документы вот сюда. Пройдя контроль, можно разменять немного денег на такси, на жизнь, но лучше немного, так как курс не самый выгодный. Стоит перепроверить деньги. Могут не додать, типа забыл, это нормально для Индии. Как выйдете с аэропорта, стоит купить воду или перекусить, если проголодались, заодно разменяйте крупные купюры. И у вас 3 варианта, как добраться до города. Автобус. Этот автобус идет в центр города, стоит 60 рупий, но идет очень медленно, не рекомендую. Лучший способ добраться до центра – это на метро. Время работы с 6 утра до 11 вечера. Покупайте жетон 60 рупий, прикладываем его к турникету, проходим, а жетон обязательно сохраняем. Он вам понадобится, чтобы выйти из метро. За потерю жетона штраф 500 рупий. Поезд довезет вас до станции Нью-Дели. Там можно пересесть на локальное метро и добраться практически до любой точки города. Ну и третий вариант – это такси. При выходе из аэропорта вас встретит такси известных агентств, скажет, что в Индии очень опасно, что они вас довезут за 1500 рупий. Можно ехать с ними, но лучше ехать на государственном такси. Это дешевле, но там есть подвох. Находите вот такую будку и говорите, куда вам нужно, а они вам цену. До центра города, мейн-базара, такси стоит 480 рупий. Лучше ехать туда, так как там рядом ЖД вокзал, и в общем это место, куда обычно едут самостоятельные туристы. Я ему даю 500 рупий. И смотрите, вот он ее красиво сбрасывает. Дальше он говорит, что сэр, вы мне дали 100 рупий только. Я ему говорю, что я тебе дал 500 рупий. Он отвечает, что он мне дает сдачу 100, и ему нужно 20 рупий только. Ну, типа выкрутился, и, в общем, доказать сложно, обман будет. Я там специально простоял полчаса, чтобы убедиться, что это не случайность. Туристы ведутся на этот развод все как один. Платят им снова и снова, да еще извиняются, типа, простите, невнимательным был. Ну вот, смотрите, они недоумевают и достают опять деньги. Вот, дают деньги, 500 рупий видно было. Они их отвлекают каким-то вопросом, спрашивают какую-нибудь ерунду, может быть, про отель, еще что-то. И в этот момент он уже держит 100 рупий. Вот он, как бы. В этой ситуации обычно все платят деньги, они не могут поверить, что государственное такси может вот так разводиться. Признаться, в первый раз, когда я приехал в Индию, со мной произошло то же самое, поэтому об этом разводе я знаю и показываю вам, чтобы вы не попадались на это. Вот, кстати, эти бандиты. Они меня заметили и хотели взять мою камеру, типа, что я там снимаю. Но благо рядом был полицейский, с которым я заговорил о жизни, и они ушли обратно к себе. Если не удается им доказать, что вас обманули, можете обратиться к полицейским и показать, к примеру, это видео, и что с вами поступили именно так. Вопрос будет решен. Далее, вам дают 2 такие квитанции. Одну нужно будет отдать таксисту в конце поездки. Вы садитесь в машину, и она, по идее, вас везет к вашему гесту. Но как бы не так. По дороге таксист будет сеять смуту и сомнения в вас. Расскажет, что в центре города или там, где вы сняли отель, очень опасно, а он знает отличный отель и может бесплатно вас туда отвезти. Таксисту это выгодно. Ближе везти, он получит процент за ваше заселение. Такие отели, как правило, расположены возле аэропорта и стоят намного дороже. Если вы все же настаиваете на своем, а именно так нужно поступать, он может сказать, что сейчас фестивали, дороги там перекрыты. Тогда говорите, чтобы он вас вез обратно в аэропорт, и вы возьмете другое такси. Перед отелем они обычно рассказывают про свою нелегкую судьбу, и что машина не его, а компания, и он только водитель, и с ним нужно рассчитаться. Но вы уже рассчитались в аэропорту, так что можете дать ему на чай, и отдать ему 1 квиток и выходить с автомобилем. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, буду благодарен.